Всем йоу, с вами Леха и Никита. Всем привет. Вы могли его видеть, могли его помнить по видосам из Барелочи. Мы с ним гоняли не так давно в Барелочи. Было там прикольно, конечно, да? Было кайфово. Вот, ну а этот видос у нас тестинг мате. Как правильно говорить, кстати, мате или мате? Мате? Мате. Угу. Вот напишите в комментах, ребята, как бы вы сказали, мате или мате, потому что я всю жизнь говорил мате, но потом не так давно меня местные поправили, сказали, что вообще-то то, что касается напитка, правильно говорить мате. А мате это я убил. Прошедшая форма глагола убить, то есть я убил это йо мате, йо можно откинуть, и тогда будет просто мате, типа убил. Вот, поэтому если вы хотите сказать, что вы убили, тогда говорите мате, а если нет, то мате, да? Что вообще по поводу вот этой щербы, ерба, мате? Смотрите, вот здесь вот она щерба, ерба читается, произносится как щерба, но написано ерба. Не, ну произносится как щерба в Аргентине. Да. Во всем остальном испанском мире ерба. Ерба? Угу. А в каком остальном испанском мире пьют еще мате? Хороший вопрос. В Уругвае. Ну, в Уругвае, я знаю, пьют много мате. Там такой же диалект. Там да? тоже они Щерба? double L читают как ш. Короче, у нас сегодня есть на тестинг 3 варианта мате. Первый вариант. Бальдо. Это мате, который я купил в Уругвае. Я спросил там у чувака, говорю, а скажи мне, почему ваш мате вот здесь в Уругвае отличается от того, что в Аргентине, например? И он говорит, ну, а это другой мате, потому что. Я говорю, а какой? Какой самый хороший здесь местный, чтобы мне? Уругвайский мате. Он посоветовал мне бальдо. Вот этот мате, да, здесь написано, что произведен в Бразилии, но, насколько я знаю, в Бразилии не пьют мате практически. Второй мате у нас от Никиты. Расскажи, что это за... Это микс из материя. Это место, где можно прийти и замиксовать все, что угодно. Вот тут есть куча ингредиентов. Кокос, видимо, коко. Коко. Не знаю, что такое коку. Но лимон, это то, что здесь как раз-таки есть. Мелиса и полео. Такой успокаивающий, да? Типа мелиса, ну тут, в принципе, лимон. и написано где-то, что энергизанте, Да. то есть дает энергию, и антиоксиданты. Но, да, не успокаивает. Не успокаивает. Но судя из ингредиентов, успокаивает, окей. Но туда можно прийти, да, и вообще намиксовать все, что угодно. То есть и даже черный чай я видел, можно добавить. То есть, смотрите, здесь выбираете сам мате, и здесь есть несколько видов, сколько их? 8 видов мате, офигеть. Вот у тебя суавы какой-то. Угу. И дальше можно добавить... Спокойнее? Угу. Успокаивающий все-таки. И можно добавить травы. Здесь вот есть седрон, коко, лимон, апельсин, гибискус, стевия, чай зеленый, мята. Ну, короче, все, чтобы успокоиться максимально. Затестим его. Ну и третий, самый классический. Держи, пожалуйста. Но они все равно как энергетики работают, как кофеин. Ну да. Там оно лучше, чем кофе работает даже. Даже если этот успокаивающий, все равно он тебе такой буст энергии даст, что будешь как Соник. Тебя бустит? Меня бустит. Да. И самый классический у нас третий, это вот такой вот мате де Монте ля Мерсед. Здесь его пьют, в общем-то, в Аргентине больше, практически все. Здесь пьют разные виды мате, но когда я пришел, помню, в магаз, говорю, посоветуйте мне самый офигенный мате здесь. Мне вот этот посоветовали. Я попробовал, ну, вроде нормальный. Так, ну чё, давайте заваривать, а то чайник стынет. А он-то должен быть 85 градусов, 80. Ну, примерно. Ну, какой первый? Бальдо? Давай классику. Давай классику. Так, сколько надо насыпать? Но по наитию, и потому что я видел что-то типа вот такого. То есть насыпаешь где-то так.
Ты полную засыпаешь? Не очень много. Не полную. Вот где-то так. Вот. Процентов на 90, короче. Ну, вот тут риска есть у меня просто, и я по ней У тебя засыпаю риска обычно. есть, а у меня нет риски. У меня нет риски. Ну, не, Может, у это тебя чё? есть какие-то риски, но... Может быть, это не риски, может быть, это у тебя просто... левел какой-то отмерился. Ну, в любом случае, он помогает мне все время делать одинаково. Ага. Вот. Хочешь, тебя насыплю? Не-не-не. Нормально получается. Так, ну и вообще я насыпал вот чуть-чуть поменьше, потому что дальше, насколько я понимаю, есть такой вот моментик. Смотрите. Нужно Да. закрыть и потрясти хорошенько, чтобы все перемешалось, вся пыль, Да. которая там есть, она также на руке остается. Мгм. Вот, ну это типа нормально. Она полезна для людей. И Для рук. ну, для рук, возможно. Я надеюсь. И дальше нужно потрясти под углом 45 градусов. Под 45 еще трясти? Мгм. Чтобы оно вот такую горку как бы сформировало. Так, окей, потрясли так. И, ну вот да, примерно делаем вот, чтобы оно так было. Ну, наверное, мне нужно добавить чуть-чуть. Мгм, мгм. Ну и дальше вставляешь бамбишу. Ребята аргентинцы, ребята уругвайцы и те, может быть, русские или вообще кто угодно, кто шарит больше нас в этом всем, пожалуйста, не будьте особо... будьте благосклонны к нам. Я понимаю, что мы не самые большие профессионалы в мате, но... Хотя меня похвалили недавно. Да? Да, сказали, что вот это профессионально сделано. Да, Никита, кто тебя похвалил? моя девушка. Да, она из Венесуэлы, Итак, но живет здесь. водичка. Смотрите. Не, погоди, так, да, ты помешал. Значит, я помешал. Я наливаю вот в ту сторону немного воды сначала. Давайте я предлагаю сейчас я сделаю так, как я могу, а потом Никита сделает так, как он считает нужным, потому что я думаю, он более профессиональный в мате, чем я. Не, Вот. просто по-разному делаем. Не, правда. Я вот насыпаю, наливаю. Я наливаю немного воды вот туда, где лежит бомбища. Эта трубочка называется бомбища. Для того, чтобы чуть-чуть оно пропиталось. А затем я просто наливаю в ту же сторону воду, не трогая уже трубку, ничего. Наливаю воду и все, трубку не трогаем. Потому что это мате не должно перемешиваться. Как бы вот вы налили воду, все, выпили, и дальше снова наливаете воду. Вот, я особо не жду между как бы тем, как я наливаю, я не даю ей завариваться, я просто сразу начинаю пить. Да. Как ты завариваешь? Окей, ну значит, после того, как... Давай достану трубочку тогда. Сделаем сначала. Соответственно, потрясли под 45 градусов, чтобы образовалась такая горочка. Дальше я беру трубочку и ее вставляю вот в это углубление до конца. Вот. И дальше как бы проталкиваю ее до следующей стенки. То есть ты в другую сторону ее Да. как бы толкаешь. Ага. Вот. И соответственно, потом я наливаю воду в это углубление потихоньку. Чтобы оно как бы уходило еще через слои. Угу. Самое главное здесь не допускать того, чтобы мата начинала плавать. Точнее, шерба это начинала плавать. То есть, если эти листики плавают, это плохой знак. Я слышал, что ты можешь определить, когда прекращать пить мате по тому, когда листики всплывают, ну там после нескольких заварок, Угу. то значит листья всплыли, значит все, ну типа. Ну вот, что-то типа такого. Угу. То есть они не прямо плавают на поверхности, но да. Ну, вот И главное, что не тревожить трубочку. да, Бомбишу. да. Ну вот эта часть у тебя получается вообще сухая, да, остается большая? Да. Она потом со временем Пропитывается. пропитывается Мгм. и все еще дает этот эффект вкуса. Насколько ты заварок
Ее. А, ты этот не пробовал, точно. Чего? Вот этот. Этот? Да. Этот не пробовал, да. Насколько Это- ты вообще заварок, вот такое количество маты у тебя уходит? Я слышал, что можно вообще литр пролить через это. Или 1,5 даже литра можно. Я по своему опыту могу сказать, что примерно через 7-8 заварок, таких вот полных, ну, может быть, даже поменьше 6, теряется вкус, и дальше уже не прикольно. Знаете, это как кальян курить после там, больше 40 минут. Вот. Кто-то курит, конечно, там час-полтора, но это уже не так вкусно, и эффекта нету. Только в туалет будешь бегать, если будешь много пить. Что скажешь по поводу вот этого мате? Вкус прикольный. Такой горчинкой отдает, наверное. Мне кажется, это просто... Ну, мне казалось, это нормально. Мгм. Именно так все маты и на вкус как бы. Ну да, я-то просто пробовал только один. Вот этот вот, Мгм. который мне подогнала девушка, но он какой-то солененький такой и кислый, потому что лимон Ага. там есть, вот. И он очень сильно чувствуется. Здесь прям другое. Мгм. Здесь больше похоже на что-то более травянистое, что ли. То есть ты кроме этого маты никакие Мгм. не пробовал? А, не знал. Так, ну вот мне нравится в этом мате, что у него такой насыщенный вкус. Такой вот, по крайней мере, первые несколько проливов, он прям такой, сложно его описать, да, травянистый, да, немного с горчинкой, но он такой прям мощный. Поскольку мы сейчас вот так можем себе позволить потестить несколько маты, поэтому я думаю, мы сейчас это выльем как-то, да, уберем и будем тестить следующий. Но вообще часик можно спокойно просидеть, вот так вот, периодически подливая кипяточку. Да, температура должна быть не очень горячей, градусов, сколько там идеально говорят, 85? 80. 85. Ну, если так на пальцах, то вы просто кипятите чайник до кипения, ждете там минут 5-7, и оно как раз до такой температуры остывает. Да. Вот. Либо здесь все чайники, ну, точнее, большинство чайников, на них написано матте, и они греют только до определенной температуры. То есть они до кипячения не доводят воду. И самое интересное... На этом чайнике не написано мате, к сожалению. Ну, электрочайники. Да. Но у меня чайник, и еще в Airbnb, в котором я был, там я еще удивился. То есть я нажал на заварку, на кнопку, и он постоянно подогревал. То есть как бойлер работал. Мгм. Вот. То есть он через какое-то время еще раз. То есть он включается держал сам. температуру Мгм. 85. Ага. Чтобы бесконечно пить мат. Ну Потому да. что местные тут вообще гоняют с термосами. Да, местные гоняют с термосами везде, в любое государственное заведение или не государственное заведение вы приходите, и обязательно работники будут сидеть и попивать маты. Просто стоит колобас вот так, с трубкой, и подливают периодически. Как по мне, так это геморрой лютейший, просто таскать с собой термос и все время думать о том, где же найти кипяточку. Но чуваков с маты можно обнаружить, например, в метро. Я видел чувак в костюме в центре где-то заходил просто с термосом и с маты. Это абсолютно нормально, чье внимание здесь особо этим не привлечешь сильно. По факту, как у нас все с кружками от Starbucks ходят. Здесь вот то же самое. Да, да, Как с матой. да. Но здесь Starbucks, кстати, вроде как считается тоже популярным таким местом. Типа, не как в России, может быть. А в России сейчас нет Starbucks. Еще, кстати, прикол Мгм. есть в том, что нужно прям втягивать довольно-таки сильно. Чтобы вот этот звук был, да? Да. Плюс еще, когда ты втягиваешь, вся эта смесь, она прижимается сильнее. О, она прям очень... Так, сейчас зашла. Концентрация, да? Концентрат. И она прижимается как раз-таки к трубочке, и следующие проливы у тебя чувствуются повкуснее уже, Видите, понасыщеннее. сколько здесь нюансов, сколько технологий, технологичности. О, второе пошло прям хорошо. Так. Вот еще, видишь, когда пузырики видны, Мгм. когда видны пузырики, это значит, что прям хорошо сделано вообще. Да? Да. Я вот думал насчет пузыриков, это плюс или минус? То есть это плюс. Мгм. Да, окей. Итак,
Второй мы будем тестить сейчас мате Никиты. Ему сделала его девушка. Я так понимаю, это просто микс, который... Ну, смотрите, здесь, как мы говорили, куча вариантов самого мате, куча вариантов наполнителей. И если там все перемножить, я думаю, здесь миллион вариантов будет. Точно такая же технология, да? Также насыпаем такое же количество. Да? Да. Кстати, смотрите, трубочки бывают такие, и, в общем-то, бывает еще миллион разных всяких. Никита говорит, что вот эти поудобней, но мне, в общем-то, мне тоже такая нравится больше. Не, ну потому что ей можно прижать. Угу. Вообще, есть еще одна опциональная штука. Это сначала заливать не кипяток. О, я вижу цедру лимона или что-то такое. Так, не кипяток, а что? А холодную воду сначала, чтобы оно немножечко спрессовалось, все. И ты вот этой вот бомбишей своей, это все еще больше утрамбовываешь. Чисто прессуешь, да? Да. Ну, повторяем те же самые действия. Трясем. Так, ну и делаем такую же горочку. Потом я туда сначала кладу бомбищу. И чуть-чуть наливаю воды, чтобы оно там, да, спрессовалось немножко. Потом оно все впитывается. И... Так, Никита предложил вот так вот, да, делать, в обратную сторону, как бы ее запихать. Ну, давайте попробуем. Ну, только перевернуть. Она у тебя, видишь, идет так. Ну, хотя, какая разница в целом, но... Все, уже сейчас не перевернуть, я уже запихал. Ну, да. Но обычно оно как бы идет вот в сторону тебя наклоняется. Ага. О, видишь, пенка. Прям... Пенка это четко, да? Это хороший знак. Аромат. Аромат такой, уже, я бы сказал, мате где-то там вдалеке, сзади чувствуется. А вот первый аромат, ну, такой какой-то, каких-то деревенских трав. Да, лимон немного ощущается, но он не перебивает ничего другое. Не знаю, давайте попробуем. На вкус что-то ощущается лимонное больше. Горячо. Да. Не 85, да? Да не, может быть и 85, но я обычно я просто жду, пока чуть-чуть остынет. Очень чувствительный у меня ротовой покров, я не знаю. Да, надо сказать, что я несколько раз, например, сжигал себе слизистую языка, когда пил мате. Реально? Ну да. Ну типа горячее выпил случайно. Ну и все, и пару дней у тебя ты ходишь такой. Ну да. Да он-то нормальный. В смысле нормальный? Да это же не оса. Вы видели? Там шмель вот такой был. Просто с пол моего кулака, охренеть. Нет, шмели, бро. Не, шмели, бро, базару ноль, да, но вдруг это не шмель. Выглядел как шмель. Да. О, появилась кислинка. Видимо, оно пропиталось, появилась кислинка. Что там еще вот интересно? У тебя есть переводчик? Мелисса, лимон, полео. Вот что такое? Здесь есть мелисса. Окей, она, насколько я понимаю, не обладает таким каким-то супер экстравагантным запахом или вкусом. Может быть, она, да, действительно чувствуется. Лимон точно ощущается, потому что сейчас прям кислинка чувствуется. Я люблю вот кислинку. И мята болотная. Полео, мята болотная. Здесь вот интересно, что есть мента, это, я так понимаю, перечная мята, и есть еще другая. Прикольно. Интересно, что я видел во всех роликах там на YouTube, когда я смотрел, как это приготавливать. У всех как будто какой-то порошок прям. То есть как будто максимально перемолотая какая-то история. Вот, а тут, ну, прям видно все листья и так далее. Ты так и не спрессуешь, как они показывают в видосах. Они прям сильно прессуют? Да. Я так понимаю, что вот этот вот бальдо будет именно таким. Да, потому что я видел, что у них вот там в Уругвае этот порошок, это щерба мата, да, вот эта вот субстанция, она прям как пыль, такая очень мелкая фракция, как кофе, знаете, который молят или мелят?
Короче, кофе перемалывают в размер для приготовления кофе в там... Где? В кофеварке, типа, в турке. Не, ну вообще кайф. Вот, кстати... Ну, необычно. Мне вот необычно. Необычно. Мне необычно, я не привык к такому. У меня такое ощущение, что это все-таки больше не мате по вкусу. Я вижу, что это мате, но вот именно по вкусовым ощущениям, как будто я пью, какой-то чай травяной. Знаешь, чай без чая, типа. Вот как первое знакомство с мате у тебя произошло? Первое знакомство с мате у меня произошло так, что я приехал в Аргентину, пошел в магаз и смотрю, кофе очень мало. Но при этом рядом с кофе стоят огромные стеллажи с мате, просто очень много его. И я такой думаю, а что это такое? Я когда-то пил в жизни, там в России, может быть, пробовал мате. Но это, конечно, было не через колобас, через бомбищу, а просто заварил как чай. Вот. И я купил мате попробовать. Потому что здесь он стоит довольно дешево, а пачка по полкило. Хватает намного. Да, засыпаешь ты сюда много, но хватает все равно тоже намного, надолго. Стоит дешево. И приехал я, значит, в магаз, пошел, увидел, что мало кофе, купил мате. И пришел домой, заварил просто как обычный чай. Я заварил там 1 чайную ложку на всю кружку. Так не пьют мате. Он был очень не заваренный, как бы очень слабой концентрации. И я такой, а где эффект, а где вкус, что за херня? Потом я погуглил, и там чуваки показали, что нужно класть намного больше. Но у меня не было колобаса вот этого. И я просто делал это, все заваривал мате в обычной своей кружке. Я брал пару столовых ложек уже, помощнее, клал в кружку, заливал кипятком, и все. И пил так. И в принципе мне так нравилось. Мне так нравится до сих пор. Я не могу сказать, что вот эта тема сильно отличается от того, что в кружке. Ну да, наверняка не особо. Возможно, отличается с колобасы. То есть это кружки, которые сделаны из тыквы. Вот. И она дает какой-то свой такой небольшой еще. Думаешь, дается вкус? Да. Потому что вот Мари сказала даже, что дается вкус, если изнутри, вот у нас деревянные кружки, вот, изнутри, если маслом обмазать, вот какой-нибудь там персиком или с мятой, то он будет тоже все еще привкус иметь. Да, но по вкусу, вот ты когда прям самый первый раз попробовал, наверное, нормально приготовленный. Вот это или какой? Вообще просто нормально приготовленный. Потому что, как ты сказал, какое-то первое знакомство такое у тебя было. Первое знакомство, да, но вот то, что было в кружке, например, просто, когда я брал нормальное количество, заливал кипятком. В чем вопрос-то? Да не, я просто помню свой опыт, когда первый глоток. И я такой подумал, хрен его знает. Не понравилось, типа, да? Так да, вообще что-то как-то не зашло. Потом я на следующее утро подумал, так, кофе нет, сделаю-ка я мате. И я такой, вообще нормально. И сейчас я пью такой, кайф. Знаешь, настоящая любовь, она всегда такой бывает. Типа, вот когда тебе сходу кажется, что вроде не мое, а потом такой приглядываешься, а вроде прикольно. Часто так бывает, да, я замечал. Не, вообще реально очень вкусно. Вот я бы, может быть, на каждый бы день такое не пил бы. Очень интенсивный, вот сейчас пошел лимончик. Прям, да, вкусно, но... Может быть, чисто праздничное, для праздников. Чисто это по праздникам. Сильно отличается вкус, да. Вот между этими мате прям сильно отличаются. Здесь чувствуется вот эта база того мате, который там. Какая-то вот этот вкус, как бы можно его здесь почувствовать. Но также чувствуется лимон. Вот насчет мелиссы и мяты, наверное, они добавляют, конечно, свою, но лимон здесь прямо на лидирующих позициях. Да. У нас осталось бальдо, это нечто другое. Я так думаю, будет другой консистенции, другой фракции, и я даже не знаю, получится ли у нас заваривать его так же, как и
Вот это. Надо сказать, что вообще, что такое мате вот? Щерба мате, что это? Это не чай, тем более не кофе. Это листья деревьев, которые называются падуб парагвайский. То есть растет он в основном в Парагвае, поэтому и название такое. А вот пользуется популярностью в соседних странах. Не во всех, а в Уругвае, в Аргентине, может быть где-то еще, да. Ну, где-то на границах с Аргентиной, я думаю. Да, может быть на границах с Аргентиной, но в других странах я такого большого количества вот, тех, кто пьет прямо на улицах, в парках, везде, я не замечал. Я вообще об этом даже не знал. Мгм. Там, мне кажется, в России это какая-то вообще была такая, наверное, супер хипстерская штука. Типа пить мате. Да, в России не так уж и много вообще мест, где его можно купить. Вот тот же самый мате, который здесь там стоит, условно говоря, 100 рублей за полкило, я видел на Wildberries в России, он продавался там, ну, за 500, за 600 и выше. Да, наверное, это транспортировка и все такое, но даже несмотря на цены, это не такая распространенная вещь. То есть, если вы никогда не знали про мате, никогда не слышали, вы, скорее всего, и не будете вот заходить и искать специально, закажу-ка я мате, ну, потому что у нас как не принято его пить. Здесь принято. Что касается вот эффекта. Не знаю, ты ощущаешь эффект сильно? Да. Ну, какое-то бодрствование. Бодряк такой, да? Да, прям вот хочется встать И бежать. и побежать. Как Форест Гамп. Может быть. Ну, я думал, как кролик Энерджайзер. Ну вот кого-то наоборот мате расслабляет. Я помню, что мои первые впечатления были такие, что мне от него прям меня расслабляло. Прям спать хотелось. Прям, может быть, спать не хотелось, но как-то успокаивало. Ну, такое было состояние. Вот ты вроде как, ну, как-то меня успокоило, походу. Ну, ты такой сидишь, вроде как утро или день, бодрый, выпил мате, много проливов, там пол-литра, допустим, и ты такой уже, ну, нормально там. Пол-литра, нифига себе. Ну, сколько, если здесь там, например, 100 миллилитров, то 5-6 заварок, пол-литра. Не, ну я думаю, что мне вот с третьего пролива прям уже я прям сфокусирован четко. Для работы вообще кайф. Когда еще встаешь там, ну я встаю рано, в 6 часов утра, вот, делаю мате, пью и прям такой, все, поехали. Чисто на мате едешь. Заливаем в бак. Единственное, что мне не нравится в мате, это то, что жидкости получается мало. То есть ты заливаешь, да, и там буквально тебе на 3 глотка хватает, и дальше надо доливать еще. Да, но зато в туалет не так часто бегать. Ну, я имею в виду, что ты не сядешь просто так и не будешь попивать там. Мне кажется, в этом тоже есть прикол, в этом процессе, как бы. В том, что это не просто как ты заварил и пьешь, куда ты идешь. Тебе нужно обязательно иметь вот эти вот принадлежности, да, рядом. А именно термос, если ты идешь куда-то вне дома. А если дома, то чайник рядом, постоянно горячий, нужно за этим следить. Тебе нужно иметь колобас с бомбищей. И, в общем-то, сам мате. Ерба. Щерб. Так, ну чё, переходим к Бальдо. Итак, к нам присоединился еще один участник нашего этого чая, мате-пития, точнее. Мате-пития. Знаешь его имя? Нет, не знаю. Я даже не знаю, чей он. Ну, чей-то здесь. Вот такая вот фракция у этого мате, Бальдо. Такая она действительно более мелкая. Да, уже больше похожа на порошок. Чё, тогда по старой схеме, да, засыпаем. Смотрите, это действительно прямо очень-очень мелкий такой порошок. Я не знаю, даже его нужно трясти, вот так, как мы делали. Да, я думаю, да. Потому что он, смысл? Он весь такой, он просто мелкий порошок. Наливаем водички туда немножко. Затем
делаем вот так вот, подкоп, типа, в ту сторону. И добавляем. Так, добавили. Ага. На первый раз, кстати, надо прям наливать потихоньку, чтобы она усаживалась. Я затестил, я сделал первый глоток. Это вообще другой вкус. Абсолютно другой вкус. Какой-то копчено-жареный такой. Да. Как будто это даже на вкус не мате, не имеет ничего общего с предыдущим и с первым. Какой-то реально копченый вкус, как будто чай или даже траву какую-то просто вот закоптили. Что копченый это точно. Есть небольшая горчинка, как у первого. В целом не такой интенсивный вкус. Не знаю, мне даже как-то... Первое впечатление мне не очень нравится. Тебе нравится? Ну, я копченое не очень люблю. Понятно, Поэтому понятно. я немного расстроился, что это самый последний наш претендент. и Смотри, мы- смотри, орел летит, нифига себе. У, Вау. Главное, чтобы он камеру нашу прикинь. не спикировал на камеру. Они иногда триггерятся вот на такие, знаешь, и думают, что это глаза. глаза. Ага. Так, ну хорошо, вторая заварочка должна быть чуть более такой, как это называется? Но оно хорошо, кстати, вокруг бомбиши собирается. Мгм. Оно прям Потому что мелкая утрамбовывается. фракция, она Мгм. прям здесь, я не знаю, как реально пудра какая-то такая. Еще чувствуется, что несмотря на то, что у меня в трубке есть вот эти вот дырочки, да, которые не пропускают маты, все равно у меня попадают кусочки. Кусочки? Да, у меня довольно много кусочков во рту сейчас, потому что, видимо, это слишком мелкая фракция. Не, ну пыль, может быть, попадает, но кусочков у меня нет. Ну, не знаю. Что-то этот я вообще не заценил. Может быть, в Уругвае пьют вот этот, потому что у них нет аргентинских мате. Я не знаю, не скажу за все аргентинские маты, но вот этот вот La Merced de Monte балдежный, мне нравится. До этого я тоже пил La Merced, но там был другой вот этот вот лейбл. Здесь вот он фиолетовый de Monte, я не знаю, что это значит, ну какой-то другой сорт немного. И он мне тоже понравился. То есть за эту марку я отвечаю, это хорошая марка. Вот Бальдо, ну тоже неплохой. Вот сейчас, особенно на третьей заварке, он стал похож на этот первый La Merced, но все равно вкус как будто менее насыщенный. Вот это какой-то копченый. То есть я не вижу просто смысла в этом. Потому что тот лучше. Ну, пузырьки есть. Главное, чтобы пузырьки были. Значит, все хорошо. Это показатель качества. Пузырьки. Да, интересно, что когда обои клеишь, например, пузырьки, это вообще не показатель качества. Это показатель некачества. Да, но... Не, вообще неплохо. Все Да? равно. Да. Ну, смотрите, вот если первый La Merced мате это как бы 100%, то вот это по вкусу похоже, но как будто просто менее насыщенно и добавлен вот этот небольшой копченый вкус. То есть, какой смысл пить то, что менее насыщенно? И копченый. Ну, Не, копченое, ну, копченое может, кому-то нравится. кому-то может нравиться, да, но вот какой смысл именно пить то, что менее насыщенно? Оно не другое. Вот если тот мате, который Никита давал, он абсолютно другой, и вкус другой, и там текстура другая, как бы, там составляющие другие, то вот этот, это как будто то же самое, но просто хуже. Как первое. То есть он не другой. Я не чувствую, что он другой. Да, он мельче помолот, но по вкусу он, в принципе, не другой. Ты как считаешь? Да не, норм. Мне только копченость не нравится. Но, да, вообще, на самом деле, чувствуется только копченость. Все, я больше ничего не чувствую. Вот прям какого-то, ну вот как мата, как мы тут чувствовали, или тут. Нет такого. Ну, у меня сейчас к четвертой, хотел сказать, тяжки. Да. К четвертой заварке у меня вкус копченый немного пропал, но тем не менее. Вообще реально похоже на тяжки. Надо подождать. Бархатные тяги. Вот, кстати, честно говоря, на какой-то бархатный вкус тоже есть. Как будто вот бумагу. Я прям вот представляю, если бумагу тоже так бархатную облизать, то, наверное, будет то же самое. Но так как мы тянем,
получаются реально бархатные тяги. Кстати, ты знал, что на них можно летать? Это же полицейский. Да? Да. Цвета полицейские. Ну, возможно. Но есть и вертолеты, на которых можно полетать вокруг Буэнос-Айреса. Что, они нас видят, интересно? Там. Там Сейчас, прикинь, по-любому. прожектор включен. 4 звезды сразу. Да, появляются. побибикать. Какая у меня вот есть тема от мата? Я заметил, что, во-первых, ну, очевидно, хочется ссать через какое-то время, потому что много пьешь. Но второе, это то, что хочется есть. Мне почему-то через какое-то время, вот, например, час с момента начала питья мата, мне начинает дико хотеться есть. У меня просыпается дикий аппетит. И я вот сладкое не очень люблю, но я сейчас затачиваю, потому что реально. У тебя нет такого? Да нет. Я всегда не прочь заточить что-нибудь сладенького. Это состояние по умолчанию. Так, ну что, финализируем. Значит, какой твой топ? Как бы ты расставил? Вот у нас есть этот, есть этот и есть другой. А именно... И есть вот этот. Ты бы как расставил? Ну, Ля Мерсет и вот эта штука, оно на одной позиции. Мгм. Но Бальдо, да, мне не так сильно понравился. Хорошо, насколько не сильно? Вот если это десятка, ну нет. О. Ну, типа, да, бенчмарк такой, что это эталон, Ну хорошо, нет. так скажем. Сколько бы ты поставил вот этому? Так, мы попробовали всего 3. Да. Невозможно так говорить, как профессионал, основываясь только на 3. Но, исходя, да, из лимитированности выбора, ну, 8, наверное. 8. Типа, наверное, есть что-то, может быть, и лучше. Согласен, да. Вот. Конечно, невозможно так точно сказать, что нет. Тоже То есть этим двум ты по 8. по 8. Хорошо, тогда относительно 8, сколько вот той ставишь? Еще мы не знаем, насколько еще хуже может быть. Да. Ну вот именно между этими как бы. Поэтому, ну, 4, наверное. 4,5, может. То есть в 2 раза хуже. Да. Что касается меня, я бы все-таки расставил по топовости. Вот если этому я бы поставил, ну, 7-8, наверное, грубо говоря. Да, Никита прав, что мы не пробовали много других. Я бы вот эти все 3 распределил по порядку. Вот этому я поставил на 1 место. Потом с небольшим отрывом вот то, что Материя премиум. Хорошее, да, наверное, место? Да. Премиальная. Как Никита сказал, это материйный сабвей. Можно наложить, что вы хотите. Да. Вот, я бы с небольшим отрывом, но это все-таки поставил на 2 место. А Бальдо, да, где-то внизу. Я не знаю, я не почувствовал ничего такого, что могло бы быть фишкой этого вот мата. Не, ну копченость. Копченость у меня ушла к 3-й заварке. Первые 2 заварки, ну да, копченые, но вкус самого мата как будто, ну просто он снижен, как будто громкость вот чуть-чуть убавили, вкусовость вот эту убавили, а смысл тогда? Она даже не другая, она точно такая же, просто более слабая. Если вы хотите более слабую, ну возьмите меньше мата, просто вот этого насыпьте и получите. Все-таки спасибо той женщине случайной, которую я встретил в магазине, в Кота, я помню, которую я спросил, а какой из этих всех выбрать? Потому что там огромный выбор, куча стеллажей. Она говорит, бери вот это, Ла Мерсет, нормально. Я говорю, хорошо, попробую. Взял, действительно нормально. Вот, Бальдо не моя тема, может быть, в Уругвае оно бы заходило лучше. Как, ты чувствуешь эффект мата вообще? Ну, сейчас уже прошел. Уже Мне кажется, прошел? вот он больше всего ощущается реально вот на 3-й пролив. Ты прям чувствуешь такую прибавку Первые сил. тяжки, да? Ну да, в первые тяжки. А сейчас уже Прям всё. как с утра покурить, наверное. Я не курю, но слышал. Мам, не курю. Правда, это рядом. Ну, в общем, да, чувствуется вот какая-то прибавка сил, а потом как будто ты привыкаешь такой уже, ну и ок. Мгм. Да. Вот. Ну вот сейчас опять пью, дольше настаивалось. Вкус реально какой-то он такой, знаете, как фильтр наложить, который уменьшает контрастность. Ну а вообще, я большой любитель кофе. Обожаю кофе. Бывало такое, что я там пил
было время в моей жизни, когда я пил по 4, по 5 чашек кофе в день. И прекрасно себя чувствовал, отлично спал и все такое. Всего 4. А ты больше? Ну да, мне кажется, я просто как чай, наверное, в Турции пью, я также кофе пил. Ловите кофейного наркомана просто. Вот, но мате — это отдельная как бы тема. Он прикольный не только тем, что он, да, дает эффект, не такой, как кофе, чуть-чуть другой, хотя и там кофеин, но, видимо, он в каких-то разных там субстанциях. Чуть-чуть другой эффект, не такой сильный, как от кофе, резкий, я бы сказал, не резкий, он помягче. Ну, чаем тоже можно каким-нибудь пуэром напиться так, что тебя будет бодрить, но это не так, как от кофе. Не, я скажу так, кофе, вот, меня на самом деле, наоборот, заставляет чувствовать себя хуже. То есть, если я пью прям резко выпиваю кофе, я прям чувствую, как будто у меня головокружение, давление подскакивает, жар какой-то, вот, и как будто, ну, такой дизи, короче. С этой штукой вообще ничего такого нет, я прям чувствую натуральный приходик, нежненький такой, вот. У меня есть от кофе такое, но там бывает иногда после 3-й, после 4-й чашки в день, да. А так первая залетает хорошенько. Ну да, это мягче. Тут нечего обсуждать, это мягче. Это главное, что у него приятный вкус. Вот как мы узнали, не у всех мате офигенный вкус, но у того, который офигенный вкус, он правда вкусный. То есть вот если кофе пьют люди, некоторые, не из-за эффекта, а из-за вкуса, то я вот мате пью, в том числе, наверное, даже первое, не из-за эффекта, а из-за вкуса. Потому что для эффекта кофе намного легче, быстрее, не требует наличия колобаса и все такое. А мате, он вкусный. Ну, вкусный. Поэтому, надеюсь, вам было интересно. Может быть, вы почерпнули для себя что-то новое. А может быть, вы сейчас в России там, или в каких-то европейских странах, и вы захотите попробовать, что такое мате. Заказывайте, пробуйте. Приятного мате-пития. Пока.